Восточные направления психологии представляют собой богатое и разнообразное наследие, основанное на древних традициях и философских системах Востока. Помимо наиболее известных, таких как традиционная китайская медицина, даосизм и буддизм, существуют и другие направления, которые в разное время и в разных культурах развивали свои подходы к пониманию человеческой психики и души. Вот некоторые из них. Первое. Конфуцианство ориентировано на гармонию в обществе и внутреннюю мораль, подчеркивает развитие этических качеств, гармонию человека с окружающим миром и целостное развитие личности. Второе. Шаманизм. Традиционная практика, распространенная в большинстве восточных и сибирских народов, включает использование ритуалов, медитаций и экстатических состояний для исцеления и гармонизации душевного состояния. Третье. Японские и корейские практики, такие как канс и традиционные медитативные методы, включая дзен-буддизм, который оказывает влияние на психологические практики, связанные с концентрацией и медитацией. Четвертое. Индианизм и ведическая психология основывается на древних индийских учениях, таких как йога, аюрведа и ведические тексты, в которых подчеркивается гармония тела, ума и духа, а также развитие внутреннего сознания. Пятое. Тантра и буддийская тантра. Направления, сосредоточенные на работе с энергией, внутренним балансом и духовным развитием через ритуалы, медитации и практики контроля ума. Шестое. Традиционная китайская психологическая концепция, например, цзинь и инь, рассматривает баланс энергии и элементов для достижения психологического благополучия. Седьмое. Культуральные практики и концепции, такие как дзен, чигун, японские практики, икигай, жизненная цель, иврит цзы, развивающиеся в рамках конкретных культурных контекстов, оказывающие влияние на психологию личности и взаимодействия. Эти направления часто сосредоточены не только на психологическом здоровье, но и на духовном развитии, балансировании внутреннего мира и гармонии человека с окружающей средой. В современную психологию они интегрируются как методы релаксации, медитации, развивающие практики и философские подходы для укрепления психического здоровья и повышения качества жизни. Восточные направления психологии. В рамках восточных традиций и учений существуют различные направления и подходы к пониманию человека и психики. Вот наиболее известные из них. Первое. Буддийская психология. Основывается на учениях Будды и включает концепции осознанности, медитации и практики по развитию внимательности, сострадания, избавления от страданий. Буддийская психология рассматривает ум как источник страдания и предлагает пути его преодоления. Второе. Традиционная китайская психология включает идеи, связанные с концепциями ци – энергия, инь и ян, а также теориями 5 элементов – дерево, огонь, земля, металл, вода.
В китайской медицине и психологии большое значение придается гармонии между телом и духом, внутренним балансом и взаимодействию с природой. Третье. Индуистская психология. Основана на ведических и йогических традициях, включает такие направления, как йога, медитация и концепция атман, истинной сущности, и кармы. Цель – развитие духовной осознанности и единения с Высшим. Четвертое. Тибетская психология и буддийская тантра. Это богатая духовная система, использующая медитации, ритуалы и практики для высвобождения от страдания, развития сострадания и достижения просветления. Пятое. Даосская психология. Она ориентирована на достижение гармонии с природой и внутреннего покоя. Практики включают медитацию, цигун и даосские ритуалы. Важной концепцией является дао – путь гармонии и естественного течения жизни. Шестое. Конфуцианская психология. В центре внимания является этика, семья, социальные роли и развитие добродетелей. Стремится к гармонии в обществе через развитие личных и моральных качеств. Эти направления обычно не являются психологическими дисциплинами в современном научном понимании, однако они оказывают большое влияние на представления о человеке, методы личностного развития и терапию в восточной культуре. В последнее время происходит интеграция некоторых практик из этих традиций в западную психологию, например, через практики осознанности и медитации. Восточные подходы к психологии, такие как буддийская психология, даосизм, йога и традиционная китайская медицина, часто основываются на вековых практиках. Являются ли восточные направления психологии научными? Восточные подходы к психологии, такие как буддийская психология, даосизм, йога и традиционная китайская медицина, часто основываются на вековых традициях и практиках, духовных и философских учениях, а также на опыте, накопленном через практику и наблюдение. Некоторые из этих методов и концепций не всегда соответствуют западным стандартам научного метода, включая эмпирическую проверку, экспериментальную доказательность и воспроизводимость результатов. Однако современные исследования в области интегративной и позитивной психологии, mindfulness, осознанность, медитации и других практик, происходящих из восточных традиций, подтверждают их позитивное влияние на психологическое здоровье. В частности, научные работы показывают пользу медитативных практик для снижения стресса, тревожности и улучшения общего благосостояния. Можно сказать, что восточные направления часто используют другие методы и критерии оценки, чем западные научные подходы. Некоторые из них могут быть менее формализованы или научно обоснованные в традиционном понимании, однако это не означает, что они полностью ненаучны. Вместо этого их можно рассматривать как интеграцию духовных, культурных и философских практик, которая в некоторых случаях подтверждается современной наукой. В целом считать все восточные направления психологии ненаучными было бы неправильно,
Многие из них адаптированные и интегрируются в современную психологию и медицину на основе научных данных, хотя их исходное происхождение и методы могут отличаться от западных научных стандартов. Восточные направления психологии признают существование души и реинкарнации, в то время как современная психология отрицает это. Современная научная психология основывается на эмпирических данных, методах проверки гипотез и воспроизводимости результатов. В этом контексте восточные направления, признающие существование души и реинкарнации, зачастую используют взгляды и концепции, выходящие за рамки научных методов, что делает их трудно совместимыми с критериями научности, принятыми в западной научной традиции. Однако важно понимать, что восприятие и интерпретация человеческого опыта могут значительно отличаться. Восточные учения часто ориентированы на духовные практики, самосовершенствование и внутреннее развитие, и не всегда преследуют цели научного объяснения. Поэтому их можно воспринимать как традиционные, духовные или философские системы, а не как научные теории в строгом смысле. Ответ на вопрос о научности таких направлений зависит от критериев оценки. Если строгое эмпирическое доказательство считается основой научности, то признание существования души и реинкарнации, не подтвержденное научными способами, может привести к их восприятию как ненаучных. Но в то же время эти системы могут иметь значение для личных практик, культурных традиций и философских размышлений. Таким образом, можно сказать, что восточные направления с такими взглядами считаются ненаучными в строгом смысле с точки зрения современного научного подхода, если они не подтверждены научными методами. Однако они могут иметь значительную культурную, духовную и личностную ценность. И, безусловно, они играют огромную роль в повышении осознанности и духовном развитии человека.